Привет, друзья! Сегодня хочу с вами поговорить на тему своих последних обзоров, и, возможно, у некоторых из вас возникали мысли. А что, если действительно воспринимать мое видение рынка, прям вот буквально, и что, если биткоин действительно нашел свою вершину сейчас или находится около своих максимумов? Что, если он сейчас начнет валиться? И как при этом раскладе все-таки может произойти альткоин-сезон, за который я начал в последние 2 месяца активно топить? Разве не должен биткоин расти или хотя бы стоять на месте для того, чтобы альткоин-сезон случился? Да, действительно, это так. Если вы задавались этим вопросом, то вы мыслите в правильном направлении. Все, что мы видели раньше, все альткоин-сезоны, за исключением последних импульсов, которые были в начале 2018 года, когда альты отстреливали в последние недели, когда уже биткоин активно падал от 20 тысяч там, и вплоть до 11, тогда альты еще давали иксы и в битке, тем более, и в долларе даже. Вот. Но все остальное время действительно для того, чтобы случился альткоин-сезон, биткоин как минимум хотя бы не должен падать. А еще лучше, чтобы хоть чуть-чуть рос. Все очень просто. В этой механике нет ничего сложного в плане того, что действительно умные деньги, капиталы сначала заходят в менее рисковые активы и тянут их до последнего, пока не сочтут, что он является переоцененным. И в моменте, когда они уже сидят в перегретом активе, который не удовлетворяет их спрос настолько интенсивно, как прежде, например, замедляет интенсивность роста. В этот самый момент этот капитал начинает искать возможности перелиться куда-нибудь еще, что является недооцененным. Или, возможно, даже более рисковым. И в нашем случае это перелив из биткоина в альты. И таким образом происходило в предыдущие циклы смены режимов биткоин-сезонов и альткоин-сезонов. То есть сначала капитал вливался в биткоин, а затем из него на финальных издыханиях, на финальных стадиях активно переливался в альты и являлся некоторыми такими воротами входа в мир криптовалют. Разница между этим циклом и циклом предыдущим заключается в том, что на данный момент ритейл все меньше и меньше имеет возможности приобретать биткоин на сегодняшний день. Ввиду его дороговизны. И ввиду финансового положения большинства людей на сегодняшний день. То есть люди испытывают феноменальный кризис, феноменальное давление за последние несколько лет. Почти во всем мире. Это, на самом деле, скрыто и в ценах на недвижимость. Отсюда вытекают и стоимость жизни, и инфляция, и все-таки скрытая безработица, которая тоже присутствует в какой-то степени. О чем, собственно, активно пытаются скрывать от нас правительство, в первую очередь правительство Соединенных Штатов, а все остальные страны просто копируют то, что происходит в Штатах. В особенности то, что касается в экономическом плане. И вообще это все очень-очень сильно мировая экономика с процессами глобализации стала невероятно тесно переплетенной. И даже если в каких-то странах этого и нет на самом деле, то в Америке это есть. И если в Америке возникнут некоторые проблемы, то можете быть практически уверены, что эти проблемы так или иначе зацепят весь остальной мир. Так вот, если действительно сейчас начнется какой-то серьезный шухер, и биткоин начнет активно падать, то вы правы, вы были бы правы, если бы сказали, что действительно альткоин-сезона тогда не будет. И что же делать в этой ситуации? В этот момент вам нужно задуматься об альтернативных сценариях. Поэтому я всегда в своих видео говорю, ребята, у нас сейчас достаточно интересная ситуация с альткоинами, но еще не предел, еще не край. То есть краем на данный момент является процентов 83-84 по биткоин-доминации. Мы с вами много раз это смотрели. И именно тогда лично я много раз это говорю, почти в каждом видео, я бы заходил на всю котлету. До тех пор это все-таки метод динамического усреднения. То есть, что касается альтов, я привык не заниматься трейдингом,
просто постепенное накопление. Трейдинг — это, знаете, такой период все-таки больше медвежий, там еще лучше поторговать что-то. Если речь идет уже о сильно перепроданных альтах, то тут активная торговля может привести к худшим результатам, нежели просто стратегия «купил и держи». Ну, в общем, «купил и держи» работало у меня в прошлые альткоин-сезоны. Оба я хорошо схватил, почти всю прибыль забрал и с первого, и с второго альткоин-сезона, поэтому решил не нарушать традиции, так сказать. Чем проще, тем лучше иногда. Иногда не нужно ничего мудрить. Так вот, если все-таки действительно сейчас начнется массовый обвал всех рынков, включая биткоин, то большая вероятность того, что никакого альткоин-сезона в ближайшее время не случится, и биткоин будет падать. Кроме того, теряя не только собственную цену, но и отбирая еще больше кусок, больше жизни, высасывая эту жизнь как дементор из альткоинов. Тогда альткоинам вообще страшно не поздоровится, и текущие цены покажутся просто сказочными, и все будет очень плохо. Плохо, плохо, очень плохо. Вот, поэтому, ребята, всегда нужно иметь запасной вариант, да, то есть запасной сценарий, запасной аэродром на случай, если все пойдет очень-очень-очень плохо. Но для альткоин-сезона достаточно ситуации, при которой биткоин просто будет находиться в каком-то затяжном боковике. Или даже если он будет падать, но угол наклона тренда первого движения, да, то есть нисходящего, не будет достаточно строгим, достаточно крутым. А для того, чтобы, во всяком случае, не пугать, чтобы обстановка в мире не была настолько сильно пугающей, чтобы заставить людей держать свои шекели как можно ближе к своему сердцу и как можно глубже в своих карманах, и руки делать максимально короткими в плане инвестиций. Вот, поэтому, да, действительно, это противоречие в моих прогнозах, оно действительно присутствует, но я считаю, что альткоины уже не слабо перепроданы. Идеально, конечно, все-таки увидеть еще некоторое снижение по битку сейчас, например, там, 1000 до 70-80, и потереться там в боковике. То есть еще подняться потом в итоге, еще даже потрогать цены там сотня, даже сотня с копейками, и в этот самый период запустить на несколько месяцев альткоин-сезон. Это один из вариантов. Второй вариант тоже очень даже вероятный, это продолжить сейчас рост. То есть если биткоин действительно сейчас нарисует еще одну волну роста, сопоставимую с той, которая вот была сейчас. Многие отношения, сейчас вы видите перед собой график отношения биткоина, скорректированный по индексу цен потребителей, промышленных потребителей, то есть бизнес. Есть CCI, есть PPI, то есть CPI, Consumer Price Index, и Producers Price Index, то есть это индекс цен производителей. То есть все-таки он больше отражает инфляционное давление, и здесь лучше отражены волны в плане счета структуре по волновой теории. Много здесь отношений, если так оценивать, в принципе, всю историю на недельном таймфрейме, весь график смотреть. Много чего еще, то есть много что указывает именно на этот уровень, который мы сейчас коснулись, да, то есть именно то, что мы уже вот сейчас полтора месяца назад, в середине мая сделали эту вершинку. Много чего указывает, что эта вершина может быть, да, и также многие отношения указывают на диапазон, который выше текущих значений от 20 до 40%. То есть, в принципе, можно еще предполагать, что биткоин, если обновить сейчас свой локальный, точнее, исторический максимум, то может еще запросто полететь диапазон от 130 до 160, даже 170 тысяч долларов. То есть там много отношений, которые указывают на те значения. Альткоин-сезон тогда, вероятно, имеет высокую вероятность случиться там. Но обычно при альткоин-сезонах биткоин активно не растет. Он растет медленно, либо стоит в боковике. И мы уже можем по битку начать медвежий рынок, и, как вы знаете, порядка 70% времени цены находятся в боковом движении. То есть не имеют какого-то явного трендового движения, только 30% времени. И в большинстве случаев, в большинстве сценариев, даже если биток сейчас уже поставил вершину, даже при этом сценарии,
Можно ожидать еще некоторого пролива по альтам, но все-таки с высокой долей вероятности, что там этот альткоин сезон все-таки случится. Здесь всегда игра в компромисс. То есть здесь нет такого, что вот сейчас вот точно будет вот так и никак иначе. То есть ты должен понимать, какие могут быть расклады. Может быть, биткоин вырастет еще, а может не вырастет, а может быть он прямо сейчас начнет падать. Что будет при этом с биткоин-доминацией? А все-таки решат ли капиталы инвестировать в альты или нет? Будут ли приниматься ETF или нет? Повторят ли ETF альтовые то, что произошло с биткоином? Будут ли фонды интересоваться альтами или нет? Вообще, что будет происходить с тарифами, с мировой экономикой, с войнами? Очень много вопросов. И, конечно, все эти варианты развития событий никто просчитать не может. Все, что мы можем здесь, это, если речь идет о криптовалютах, это применять технический анализ. К сожалению, любое применение фундаментального анализа к криптовалютам – это миф. Потому что вы не можете количественно и никак, или стоимостно никак оценить никакую из криптовалют. Потому что, в большинстве своем это просто криптовалютные токены, жетоны, не знаю, там, монеты, которые не привязаны ни к чему реальному. То есть за ними нет ничего реального. Да? То есть нет ничего, что вы могли бы фундаментально оценить. Вы можете фундаментально оценить ликвидность, да, которая может повлиять, да, на рынки, и вы можете посмотреть, насколько коррелирует, скажем, криптовалютный рынок с фондовым рынком каким-нибудь. Там вы можете его фундаментально оценить и спроецировать этот фундаментальный анализ на, допустим, криптовалюты. Это уже будет, знаете, не первая ступень близости, то есть это уже некоторая производная анализа. Да, то есть в любом случае такой анализ будет иметь меньше точности. Все, что мы можем делать вчистую, вплотную с криптой, с любой криптой практически, 99,99% случаев, это применять технический анализ. Или надеяться на удачу. Второй вариант – это не вариант. Лично для меня, не знаю, как для вас, наверное, тоже. И технический анализ, конечно, показывает некоторое расхождение. То есть некоторую вообще совершенно разную картину. То есть бычью картину по альтам, то есть уже не то, что даже бычью, а готовность к развороту. И крайнюю перепроданность по битку. То есть биток, конечно, как умирающий человек в вагонирующем состоянии в последнюю минуту перед смертью может почувствовать облегчение. Да, и может дать еще одну волну роста. Спокойно, но речь идет сейчас... Сейчас, на данный момент, речь идет, если речь идет о битке, на мой взгляд, можно использовать его только, сделки по нему, только как хеджирующий элемент. Например, если вы опытный стратег, там какая-то ваша стратегия предполагает некоторый вариант хеджа, например, занятие коротких позиций в случае, если вы уверены о понижении биткоин-доминации против своих альтов. То есть короткой позиции на биткоине для того, чтобы хеджировать свои длинные позиции на альтах. Это если вы делаете ставку на то, что биткоин-доминация уже сейчас начнет понижаться. То есть таким образом можно несколько снизить свои риски, в особенности в плане того, что если альткоин сезона вообще не будет, и сейчас биткоин начнет так сильно сыпаться, что и альткоин сезона не будет места для того, чтобы развернуться. В любом случае нужно страховаться. Ребят, никто не знает будущего, как оно случится дальше. Все, что у нас есть, это технический анализ. Технический анализ показывает, что биткоин, если не поставил свою вершину, то она, вероятнее всего, уже где-то рядом. И если речь идет для вас, например, что-то в своей жизни поменять, то это очень вряд ли, что в вашей жизни кардинально что-то изменится, даже если биткоин еще вырастет, да, с текущих значений. Что в вашей жизни поменяется, если биткоин вырастет на 30% от текущих, на 20%? Биткоин сейчас 110 тысяч долларов, предположим, около 110. Он будет 130 или даже 150, 160. В вашей жизни что-то поменяется. Вы будете считать это для себя чем-то, что поможет изменить вашу жизнь на данный момент? Да вряд ли ваша жизнь сильно поменяется. Конечно, все зависит от размера капиталов, но если мы возьмем среднего человека, то, наверное, там ничего особо не случится. В особенности, если вы относитесь
достаточно широкой публике, которая все это время, последние годы, набирала альты, и и их депозит только кровоточил. И сейчас что? Сдаваться в последний момент, опускать руки и предавать все то, во что вы верили последние годы, ради чего? То есть я не спорю, что может быть ситуация, что биткоин там при каких-то обстоятельствах, шоковых обстоятельствах вырастет там до 300 тысяч долларов. Но то, что еще выше, это очень маловероятно. То есть это, ну, в этом мире может быть вообще все. Биткоин по $1 000 000, да, может быть, хоть завтра уже. Но какова вероятность этого? Ну, технический анализ говорит, что очень мала. Очень мала вероятность того, что биткоин завтра будет $1 000 000. Ну, или там в этом году, или в следующем году. Ну, она стремится к нулю практически. Да, 300 тысяч, ну, может быть. Это вам что-то даст? А вот то, что альты могут отстрелить, скажем, 10, 20 или в 100 иксов, эта вероятность выше, чем то, что биткоин пойдет даже к 300 тысячам долларов. То есть, ну, она сопоставима с тем, что биткоин пойдет на 160. То есть разницу как бы чувствуете? И при всем при этом нужно вот этот третий сценарий, самый плохой, держать тоже в голове, что биткоин может сейчас прямо камнем вниз упасть очень глубоко и не дать вообще никакого шанса. То есть какой-то черный лебедь или серия из черных лебедей. Вы видите, в каком мире мы живем. И очень плохо это все потом обернется. Но в долгосрочной перспективе даже такое плохое событие, оно может быть перевернуто для себя с большой пользой. В этой ситуации, имея за душой хоть какие-то USDT, и обращая внимание, опять же, на показатели той же биткоин-доминации. Ну вот, предположим, самый худший сценарий. Один из самых худших. Биткоин-доминация выше 80 тысяч, а сам биткоин выше 80%, а сам биткоин, ну, стоит там, пускай 30 тысяч долларов. Вы представляете, какой потенциал у рынка альтов? Какой огромный потенциал в случае, если такой медвежий рынок подойдет к концу и начнет разворачиваться. И если биткоин уже в новом витке роста, скажем, от 20 или 30 тысяч долларов пойдет на 200. Или даже пускай тестировать свой исторический максимум там 110 или 120 или 130, какой он там сейчас будет. И при этом биткоин-доминация, скажем, снизится до 40%. Альты покажут, то есть если биткоин покажет в данном случае 4 икса, то альты покажут 400 иксов. И, в принципе, сохранив даже четверть капитала на такой сценарий, даже 25% капитала, вы получите 100 иксов на свой первоначальный капитал. Даже не учитывая, допустим, предположив, что 75% уже проинвестированных в альты денег, они потеряны безвозвратно. Но дело в том, что такой сценарий, он предполагает терпение. То есть нужно собрать волю в кулак, и нужно дождаться этих моментов. И нужно обуздать свою жадность и не инвестировать все до последнего. Потому что крайних положений, прямо вот крайних, сказать, что это вот сейчас чистое безумие, этого еще нет. Сейчас уже картина на альтах готова к развороту. Вверх. Сейчас картина на битке готова к развороту. Вниз. Сказать, что это крайнее положение? Нет. Это не крайнее положение. Хотя достаточно, ну, такое. Вызывающее множество разногласий, противоречий во всяких анализах, поэтому мы видим в такие моменты боковик. Да, потому что, ну, цена нашла какое-то свое равновесие на некоторое время, и тут равновесие мнений, да, среди быков и медведей. То есть борьба движется, идет между ними, и цена движется в виде шума вокруг какого-то узкого диапазона, получаем боковик. В итоге одна из партий рано или поздно возьмет вверх, и тренд, вероятнее всего, будет развиваться именно в направлении пробоя. Ну, так обычно происходит. Вот поэтому, ребята, готовьте себя к различного рода сценариям. И действительно, если вы заметили,
и задавались таким вопросом, а почему вот так, а почему не иначе, хотя я это все объясняю, и иногда, конечно, могу забыть в каком-то каждом видео проговорить эти вещи, но если бы я всегда проговаривал именно все эти, которые кажутся для меня прописными истины, то, наверное, мои видео были бы еще раза в 3-4 длиннее, ну и во столько же раз скучнее. Вот, но не считаю лишним проговорить сегодня это еще раз. Я по-прежнему считаю, что альткоины уже являются перепроданными по отношению к битку. Они уже перепроданы. Это не значит, что они не могут дальше падать против него. То есть тренды, они могут дальше развиваться и вопреки всякому здравому смыслу. То есть и тренд на понижение для альтов может продолжаться. Но чем дальше он будет продолжаться, тем сильнее будет отскок. То есть практика и стратегия возврата к среднему много десятилетий уже показывает, что это имеет смысл. Так что я бы на вашем месте, еще раз хочу сказать, что это не финансовый совет и не финансовая рекомендация, но я бы, и я в принципе так и делаю, забыл бы на вашем месте до следующей серьезной коррекции про биткоин. Это вообще не имеет никакого смысла. Это эйфория и поиск большего дурака. То есть вы дурак, если вы купите сейчас биткоин. И вы будете завтра искать еще большего дурака, чем вы, чтобы он купил у вас ваш биткоин. Потому что вы, получается, на это надеетесь. Что завтра придет какой-то еще больший дурак, чем вы, который купит у вас биткоин еще дороже, чем вы. Это глупо. Ну, с точки зрения технического анализа, конечно. Так что, в любом случае, вам решать, как вам поступать с вашими деньгами. Но я лишь считаю, что нужно не жадничать, нужно набраться терпения. И рынок криптовалют, он уже не раз доказывал, что способен обогатить и изменить жизни людей. Все, что сейчас происходит с биткоином, это не для людей. Это уже для людей, не для обычных людей. Это для людей, у которых уже все в жизни хорошо. Сейчас на криптовалютном рынке уже давно не происходит ничего такого, что способно было бы изменить, в широком смысле, что способно было бы изменить жизнь простого человека и породить новую когорту, новую волну мультимиллионеров. Уже давно такого не происходило. Какие-то там единичные случаи, Суи, Солана, это все мелочи жизни. Это не те истории. Сегодня, чтобы стать богатым, надо быть мошенником по большей части, создавать какие-то мемкоины и просто обманывать своих людей, да, и тогда при таком сценарии, ты, не имея за душой никаких знаний и опыта, можешь быстро разбогатеть. Но это может вылезти боком, и, скорее всего, такие деньги ты не удержишь, и быстро их сольешь. Или нужно иметь какую-то огромную удачу. Даже если ты профессионал. То есть, будучи профессионалом, все равно нужно наткнуться на возможность. То есть, нужно постоянно быть в процессе поиска, да, чтобы еще и разглядеть возможность. Это же не всегда получается. Вот. И именно в таком моменте, да, что вот там какие-то конкретные отдельные криптовалюты, вот они вырастут. То есть, это тоже элемент удачи. Вот такой вот сегодня ликбез. Поэтому готовьте себя, ребята, к различного рода поворотам. Удерживайте в голове разные виды сценариев. Да, если биткоин сейчас я еще раз повторяю, я не намерен сейчас зарабатывать на том шорте, на битке, который у меня сейчас открыт. Я хеджирую свои длинные позиции по альтам. Я просто хеджирую. Если биткоин сейчас будет прорывать исторический максимум, то есть высокая вероятность, что он пойдет на 130 и, может быть, даже на 160-170. Может быть, как раз тогда случится альткоин сезон. Ничего страшного. Потери по этому хедж-шорту на битке у меня будут перекрыты ростом альтов, вероятнее всего. Хотя есть сценарий, что меня просто выбьет по стопу в итоге, рынок рухнет, и я потеряю и на этом хедж-шорте, и на альтах. То есть такой сценарий возможен? Да, возможно. Но я все это учитываю. Все эти риски я тоже беру во внимание. И вам советую брать во внимание как можно большее количество рисков. Конечно, в пределах разумного. Вот. Ребят, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Там много дополнительной информации. Также
Если вам интересна тема обучения трейдингу, психология поведения, риск-менеджмент, долгосрочное планирование, работа с объективными индикаторами, объективные методы анализа, субъективные методы анализа, все вообще, все эти темы, вся эта база, которая вам нужна для успешного технического анализа, все у меня есть в моей приватной группе и еженедельные обзоры по средам. Все, вот доступ к моей приватной группе в Telegram и приватному каналу есть в описании к этому видео, ссылочка, и в первом комментарии в закрепе. Вот. А вот Telegram-канал — это вот бесплатно. Поэтому, если вам интересно обучение, то советую вам прийти в мою приватную группу, там все эти материалы присутствуют, так что приобретайте доступ и развивайтесь вместе с нашим трейдерским комьюнити. Ну а если видео вам зашло, поставьте ему лайк, нажмите колокол и подпишитесь на канал, чтобы следующие видео не пропускать. Всем жирного профита. Пока.